Всем привет, с вами снова Алина, и сегодня на моем канале будет новогодняя подборка. Подведем такие своеобразные модные итоги года. Сегодня мы с вами, как вы уже догадались, собственно, из названия видео, поговорим о самых запоминающихся и ярких образах знаменитостей на красной ковровой дорожке в 2019 году. Эта подборка создана критиками, мы с вами либо согласимся, либо нет. Хотя, опять же, на этом канале вещаю только я. Вы свое мнение можете высказывать в комментариях, согласны вы или нет. В общем, давайте я долго тут не буду тянуть и побыстрее перейдем к разбору тех нарядов, которые модные критики в этом году считали самыми запоминающимися. И первая в этом списке Дженнифер Лопес, потому что в этом году она нас действительно поражала своими эффектными выходами, и так ее выход на автопати Оскара не стал исключением. Я делала обзор, мне кажется, практически на все наряды, которые покажу вам сегодня, поэтому для постоянных подписчиков здесь не будет чего-то нового, будет только такой своеобразный рейтинг, но здесь не по порядку, то есть не от самого классного, либо от самого не классного к классному, нет, здесь все в разброс, просто самые запоминающиеся образы, и вот это платье Дженнифер Лопес, которое она выбрала от модного дома Зухар Мурат. Ну, конечно, я его похвалила и сказала, что образ очень красивый, изысканный, и с этим трудно поспорить, потому что смотрится потрясающе. В этой подборке, кстати, еще есть Кендалл Дженнер, тоже с этой же вечеринки, Vanity Fair, Оскары. И, если честно, этот наряд тогда многие модные критики, я помню, оценили по-разному. Кто-то сказал, что это потрясающе, кто-то сказал, что это модный провал. Но факт остается фактом. Этот наряд все-таки был запоминающимся, был ярким, и многие его запомнили, поэтому он в сегодняшней подборке есть. Далее в этой подборке, конечно же, Зои Кравиц, потому что этот наряд тоже на этой же вечеринке многих поразил. И, в частности, я тоже, по-моему, не включила его в разряд каких-то неудачных. Нет. Это очень яркий выход, и, в принципе, как я уже говорила, если на Хэллоуин можно одеться в твой образ, значит, он удался. И если бы вы на этот Хэллоуин выбрали такой образ от Зои Кравиц, то, я думаю, многие бы догадались, а это, собственно, то, чего стилисты зачастую добиваются. На Зои, конечно, такой наряд смотрится прекрасно, и, что самое интересное, абсолютно не вульгарно. То есть, как она это делает, я не знаю. Еще в этом списке, конечно же, Джемма Чен, и, если честно, есть еще отдельная такая подборка знаменитостей, которые лучше всего одевались в 2019 году. То есть, знаете, очень многие модные журналы, критики составляли свои подборки знаменитостей, чьи образы, в принципе, были стабильны и были удачными. Так вот, Джемма Чен, она есть во всех рейтингах. То есть во всех этих списках, конечно же, есть Меган Маркл, конечно же, есть Кейт Миддлтон и есть Джемма Чен. Вот такая вот, понимаете, стабильность модная, и мне кажется, это дорогого стоит. Если вам интересно, то обязательно сниму видео про такую подборку самых стильно, стабильно одетых знаменитостей, но, опять же, это если вам будет интересно. И вот это вот наряд Джеммы Чен от Валентина тоже попал в разряд самых запоминающихся. Не скажу, что это мой самый любимый наряд, который она выбирала в 2019 году, но то, что он яркий, это факт. Конечно же, в подборке нельзя без Селены Гомес, потому что вот этот ее образ от Луи Виттон мы с вами тоже обсуждали. Многие модные критики тогда сказали, что ну вот наряды Селена как-то выбирает не по размеру. Я не буду с этим соглашаться, либо спорить, потому что есть разные нюансы. И вот про этот наряд тоже говорилось, что на Каннском кинофестивале она как-то не угадала с размером, и что вот юбка смотрится даже как будто бы вот помята из-за этого. Ну, образ все равно запоминающийся. Мы с вами его обсуждали, и это то, чего мы ждем от такой подборки. И раз уж я уже говорю про Каннский кинофестиваль, конечно же, Elle Fanning. Когда у меня была череда видео с Каннского кинофестиваля, я очень часто делала обзоры как раз-таки на ее образы. Их было очень много, и почти все из них были невероятно красивыми. И в список запоминающихся вошло это платье от Валентина, когда она такая цветочная фея, но с таким довольно пикантным разрезом, декольте. Мы обычно от нее такое не ждем, ждем чего-то более закрытого, более, ну, такого, да, феечка, но никогда не с открытой такой довольно грудью, нет. И здесь, собственно, сложилось два момента. Не просто такое красивое нарядное цветочное платье с вырезом на груди, но и то, что его выбрала для себя Elle, которой такие, собственно, наряды не свойственны. Также, конечно, Бри Ларсон в платье от Селин, такая королева металлик. Бри Ларсон не моя самая любимая актриса, но действительно у нее бывают такие прям удачные образы, которые попадают в самое сердце, и мне кажется, что вот такой вот образ, я на него смотрю и думаю, что вау, я бы тоже выбрала что-то такое. И, конечно же, как я уже упомянула, во всех этих подборках всегда есть монарши особы. Кейт Миддлтон в платье от Александр Маккуин, всегда есть Кейт Миддлтон и всегда есть Меган Маркл.
Это факт, запомните, во всех модных подборках всегда критики включают их, ну, потому что, собственно, на них работают одни из самых лучших стилистов в мире, хотя они тоже не без промахов. И это белое платье на одно плечо, я его не помню, то есть я на него не делала обзор на своем канале конкретно, но могу сказать, что это один из немногих нарядов Кейт, которые мне действительно очень нравятся и которые ее не портят, которые подчеркивают ее внешность, и мне нравится. Я не скажу, что это супер современный фасон, наверное, платье немножко устаревшее, но мне кажется, что ей очень идет, и сочетаются они просто прекрасно, при том, что я не какой-то там безумный фанат королевской семьи. Эмма Робертс в платье от Янина Кутюр, это просто вы помните, как я восхищалась этим нарядом, этим образом, и это просто oh my godable, как бы сказали в известной телепередаче, потому что вот просто все идеально в этом образе, и здесь заверните мне все, просто запакуйте мне этот образ, и я так, не знаю, куда-нибудь пойду. Вот мне не нужен повод, просто можно мне этот образ? Я в восторге, настолько мне здесь все нравится, лаконично, красиво. Ну, оды этому наряду я уже пела в прошлом видео, как, собственно, и оды наряду Зендеи. Зендея в платье от Веры Вонг просто покорила всех, потому что это было невероятно, это очень красиво, она мне напомнила действительно русалочку, и в таком современном исполнении я была в восторге от этого наряда, и сейчас я на него смотрю на этот образ, мое мнение не поменялось. Хотя бывает такое, что я сначала наряд критикую, потом он мне нравится, либо наоборот хвалю, потом он мне не нравится. Нет, Эмма Робертс и Зендея — это просто белиссимо. Кстати, мы тут с вами про моду говорим, и не стоит забывать о том, что скоро начинаются скидки, потому что после Нового года, мне кажется, везде и в офлайн-магазинах, и в онлайн скидосики радуют нас, и поэтому постоянные подписчики моего канала прекрасно знают, что когда я что-то покупаю в интернете, я всегда использую свой любимый и проверенный кэшбэк-сервис под названием Мегабонус. Здесь имеется и трекинг посылок, и отслеживание цены на товары, и обзоры, и умная корзина. Здесь указана динамика цены, и вы можете добавить ссылки на товары и отслеживать на них цену, тем более, что у кэшбэка есть супер удобное расширение, которое устанавливается буквально в один клик, и расширение сразу в поиске будет вам подсказывать те сайты, на которых предоставляется кэшбэк. Тем более, что Мегабонус работает более чем в 2000 магазинах по всему миру, так что вы можете не просто шопиться, но еще и возвращать часть средств, потраченных на покупки. Вы можете выводить от $1,5, и также, конечно, купить билеты на самолет, забронировать отель и вернуть часть потраченных и на это средств. Так что, если вы до сих пор почему-то после всех моих видео не используете Мегабонус, срочно это исправляйте. Ссылку на Мегабонус я обязательно оставлю в описании, так что обязательно переходите и экономьте на покупках. Ну а мы с вами продолжаем говорить про наряды, и, конечно, нельзя в этой подборке не упомянуть Леди Гагу, потому что, она тоже входит в список самых стильно одетых знаменитостей, но вот знаете, всегда есть но. Вот наряд от Dior, который она выбрала, вот такой белый, красивый, в сочетании с очень необычным по такой образ макияжем, мне кажется удачным, и он тоже в сегодняшней подборке, потому что, один из немногих образов Леди Гаги, про который действительно можно сказать, что это изысканно. Марго Робби и Шанель. Я, как уже говорила в своем видео про стиль Марго Робби, если не смотрели, то я ссылку на него обязательно оставлю в описании. Марго Робби и Шанель — это сочетание уже просто современная классика, и, соответственно, этот образ тоже модные критики воткнули таки в подборку самых ярких и запоминающихся вообще выходов на красные ковровые дорожки, которые в этом случае, например, не особенно-то и красные, но мне очень нравится это платье, оно лаконичное, простое и подчеркивает красоту Марго, поэтому здесь я тоже соглашусь с модными критиками. Далее у нас Эмма Стоун в наряде Луи Виттон, лаконично и красиво. Все. Больше я ничего не могу сказать про этот наряд, потому что я вполне его представляю не только на красной ковровой дорожке, но также и, например, если бы Эмма пошла в какой-нибудь ресторан, встретиться с друзьями. Мне очень нравится этот наряд, и я на него не делала обзор на своем канале, то есть я вам про него подробно не рассказывала, но здесь я тоже с модными критиками соглашусь, потому что действительно прекрасно. А вот наряд Камилы Кабельо, я правильно, да, сегодня сказала, платье от Бальман, не входит тут в мой личный список самых лучших выходов. Да, это запоминающийся выход, но он запоминается не потому, что наряд невероятный, красивый. Нет, вот многие критики тогда сказали, что платье выглядит так, как будто бы она закуталась то ли в простыню, то ли в занавески. Мне не нравится, я уже тоже об этом говорила в видео, где мы обсуждали этот наряд, церемонию MTV. Да,
яркий образ, но он абсолютно неудачный. Еще в этой подборке тоже у нас Тейлор Свифт, если говорить про певиц, в образе от Versace, ну тут сразу видно, что Versace. Она была в этом образе на церемонии тоже MTV, и я не могу сказать, что это прям супер лучший образ Тейлор, хотя у нее были и довольно провальные образы в этом году, но он хотя бы, да, действительно относится к разряду тех, что поярче и не такие, знаете, сомнительный выбор. И в этой подборке еще есть Белла Хадид в наряде, который, да, объективно он входит в разряд запоминающихся. Ну, запоминается он тем, что, на мой взгляд, наряд неудачный. У Беллы реально очень много разных выходов, она часто появляется на красных ковровых дорожках, но этот наряд мне не особенно нравится. Сейчас на него смотрю, и мнение свое не поменяло. Выглядит так, как будто вот эти желтые пятна, это не так задумано. Это наряд испачкан. И Кендалл Дженнер. Куда же без нее? Она тут стоит рядом с Ким, но этот образ Ким классический, поэтому его в этой подборке нет. А вот этот вот манекен стайл от Кендалл Дженнер мы с вами тоже обсуждали. Да, заслуженно входят в разряд ярких, необычных. И вот сейчас, когда я смотрю на этот образ, могу сказать, что он действительно запоминается. И в такой наряд можно одеться на Хэллоуин, и все поймут, в кого ты оделась. Конечно же, куда в такой подборке без современной супер знаменитости Cardi B, которая каждый, мне кажется, месяц бьет какие-то рекорды, ломает какие-то шаблоны в индустрии, берет всевозможные награды. И вот этот вот ее наряд от Москина, у нее очень много разных нарядов, и она действительно во всех этих подборках самых ярких и эксцентричных выходов на красной ковровой дорожке. Здесь, кстати, насколько я помню, она была буквально сразу после операции, по-моему, пластической, если я ничего не путаю, можете поправить меня в комментариях. Но наряд яркий, такой театральный, сценический, да, действительно яркий, но у Карди был наряд и поярче, и я думаю, мы с вами еще о нем поговорим. Хотя, знаете, когда я говорила про Марго Робби и Шанель, что это классическое сочетание, я забыла о том, что есть еще сочетание Кристен Стюарт и Шанель, и действительно, она лицо этого модного дома, она постоянно появляется в нарядах от Шанель, но как же, блин, они по-разному смотрятся с Марго, не из-за изначальной внешности каждой, нет, именно из-за того, как вещи одного бренда могут смотреться по-разному, хотя, собственно, это все один модный дом, и, например, вот этот наряд Кристен Стюарт от Шанель включили в разряд ярких, интересных, мне кажется, что это супер скучно, это неинтересно, это не запоминающееся, и это абсолютно Кристен не украшает, этот наряд мне не нравится, здесь я абсолютно с критиками не согласна, потому что, ну, вот, нет, мне кажется, что даже самой Кристен в нем как-то неуютно, она вот так вот стоит, как будто бы ее заставили одеть этот наряд. Нет, однозначно не согласна. Вот еще один образ от Леди Гаги, но не от одной, а в паре с Дженнифер Лопес, хотя здесь, я думаю, их можно разделить, но так уж и быть, давайте обсудим два образа сразу. И Дженнифер Лопес, конечно, просто восхитительна. Она мне очень нравится, мне нравится ее решения стилистов, которые на нее влияют, хотя я уверена, что последнее слово всегда остается за Дженнифер, как и за любой суперзнаменитостью. Мне этот образ, вот сейчас на него смотрю, нравится, и Леди Гага, конечно, в этом сияющем серебряном платье была тоже восхитительна. Мне этот образ, наверное, нравится даже больше, чем белое платье от Dior. Кэти Перри в Бальман — это просто королева мемов, потому что, ну, в принципе, Кэти любительница экстравагантных платьев, нарядов, чтобы их потом обсуждали. Это все по фану, по приколу. Воспринимать этот наряд всерьез, я думаю, все понимают, что не нужно. И да, однозначно запоминающийся образ. Очень много было приколюх, связанных именно как раз-таки с этим образом. И там сахарная вата, и ее ёршиком даже называли. Вот очень много было тогда всяких приколов. И опять же, Cardi B, вот этот вот образ от Маглер, действительно, мне кажется, более такой запоминающийся, и он как раз-таки ассоциируется у меня с главным выходом в 2019 году от Cardi B, потому что, ну, роскошно, и как она в нем себя ощущала, как она несла этот наряд, все было идеально и действительно классно, поэтому я могу сказать, что самой запоминающейся персоной была не Кэти Перри, а как раз-таки Cardi B. Но тут есть такое небольшое уточнение, если мы будем говорить не о Грэмми, как предыдущие наряды, а, например, о Met Gala, ну вот самый, мне кажется, популярный для разборов инфоповод, который только существует, то здесь Кэти Перри, конечно, взяла свой гран-при, которая в прямом смысле вырядилась как люстра, и это тоже в принципе соответствовало эстетике и теме прошедшего Met Gala. Ну вот никто, опять же, всерьез эти наряды не воспринимает, но это Кэти Перри, поэтому она всегда оставит след
в любой церемонии, как, собственно, и опять же Леди Гага, которая и на Мэтт Гала умудрилась тоже сорвать аплодисменты и всеобщее внимание к себе приковала. Она вот тем, что эффектно очень она появилась, мы с вами это обсуждали, поэтому не зря она в этой подборке. И наряд Эмили Ратаковски. Кстати, вот о чем я говорю, собственно, этот образ очень многие повторяли на Хэллоуин. Я помню, что Эмили сама репостила к себе в Инстаграм людей, которые повторяли ее наряд. И вот, ну что говорить, наряд запоминающийся. Вот можно хоть 100 раз обсуждать удачный, неудачный, но он запоминающийся. Это правда, как и наряд Ким Кардашьян. Конечно же, Ким — это тот человек, который на таких важных мероприятиях, как Мэтт Гала, который к ним готовится основательно. И вот это ее мокрое платье, мокрая укладка. Ой, это то, что еще очень долго все обсуждали, как и наряд Канье Уэста, который выглядел так, как будто он ее телохранитель. Джаред Лето в Гуччи, мы тоже с вами обсуждали этот яркий выход на Мэтт Гала, когда он в руках держал свою голову, и это действительно было эффектно. Как, собственно, и многие знаменитости, которые выбрали в тот вечер Гуччи, они смотрелись прям нарядно, театрально, но, опять же, тема Мэтт Гала в 2019 году обязывала. Кстати, в этой подборке еще есть Джо Джонас и Софи Тернер в Луи Vuitton. Не совсем понимаю, почему эти наряды включили в этот список. Ну да, прикольные такие парные наряды, но так, чтобы включать его в подборку лучших нет. Вот, например, Кайли и Кендалл Versace. Это да, это тоже из серии, ребят, можем повторить на Хэллоуин. И, кстати, да, многие подписчики их, по-моему, так делали. Я тоже видела, что они репостили к себе. Господи, по-моему, даже маленькая Сторми была в костюме Кайли. Если я ничего не путаю, то Кайли свою дочку одела так, как она одевалась на красную ковровую дорожку. Это было действительно мило и прикольно, представляете, да? Насколько знаменита твоя мама, что ты одеваешься в нее на Хэллоуин, но вот эти вот их парные образы, хотя они на самом деле это не особо парные, но смотрелись очень эффектно. Сестры действительно постарались. И Эмма Стоун, опять же, в Луи Vuitton, это уже практически тоже современная классика, как Марго Робби и Шанель, так Эмма Стоун и Луи Vuitton. Платье очень лаконичное, что, собственно, почти все время я говорю, когда говорю про Эмму Стоун, она не любительница каких-то сложных аксессуаров, но вот она любит такие платья, которые просто не нужно ничем украшать, нужно их просто нести, с этим справляется она отлично, и этот образ тоже модные критики включили в подборку самых запоминающихся. Я понимаю, что многие сейчас начинают спрашивать, мол, где Билли Портер, где Зендея, которая одевалась как Золушка, а я вам скажу, ребят, если вам интересно такое видео, напишите об этом в комментариях, и я сделаю для вас подборку самых эксцентричных и самых необычных нарядов, которые выбирали звезды на красную ковровую дорожку в прошедшем году. Ну, то есть он еще текущий, но он уже будет скоро прошедшим. Потому что сегодня были именно такие, ну, знаете, я понимаю, что я включила сюда Кэти Перри в костюме люстры, но есть отдельная подборка, о которой бы я хотела с вами поговорить, про самые такие супер эпатажные наряды, которые звезды выбирали не просто, например, для Мэтт Гала, но также, например, для Оскара, например, для Грэмми. Как вам такая идея? Снять видео про самые эксцентричные наряды. Если будет интересно, то сниму. Даже если уеду в отпуске, все равно для вас сниму такой ролик. Обязательно подписывайтесь на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать мои следующие видео. Если ролик понравился, ставьте большой палец вверх. Не понравился, лепите дизлайк. Мне важна любая ваша реакция. Подписывайтесь на мой инстаграм. Там мы с вами можем быть всегда на связи. Стараюсь отвечать на какие-то ваши комментарии, какие-то ваши запросы. Ну а с вами была Алина. Увидимся в следующем ролике. Пока! Ой, ребята, наобещалась вам тут всяких видео, всяких подборок, и думаю, когда же мне все это снимать, разве что действительно в отпуске, уеду, буду снимать для вас. О, кстати, еще можно снять про самые омерзительные наряды, которые вот прям все не оценили. Как вам идейка?